Привет, друзья! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня по-прежнему зовут Юля. Я журналист и режиссер, и я переехала в Испанию. Здесь я рассказываю свою историю иммигранта, блогера, журналиста и женщины за 50, у которой, я надеюсь, впереди много всего интересного. Сегодня я решила с вами поделиться своими ошибками и правильными решениями, которые я совершила при переезде в Испанию. Вот на сегодняшний день я живу в Испании уже чуть больше полугода. Сама подготовка к эмиграции заняла у меня 1,5 года и стоила мне довольно приличных денег. Кстати, небольшое отступление. Если вы хотите узнать, во сколько денег мне обошелся сам переезд, то напишите в комментариях цена переезда. И если я наберу 100 желающих, то я запишу пост на эту тему. Так вот. Вот сегодня, бросив взгляд на путь длиною почти уже 2 года, я хочу выделить основные ошибки и основные правильные решения, зная которые вы не потратите лишние деньги, нервы, которые я потратила, совершив определенные ошибки, и примите такие же правильные решения, которые приняла я. Ну что? С чего начнем? С положительного или с отрицательного? Я вообще люблю начинать с плохого, потому что по законам драматургии финал лучше запоминается, больше всех запоминается. Помните, как в Штирлиц? Запоминаются последние слова. Я хочу, чтобы финал у нас не был грустным. Поэтому давайте начнем с моих ошибок. Итак, первая ошибка. Я приехала в Испанию в самый туристический сезон, в конце июня. В это время рынок долгосрочной аренды квартир пустеет, потому что хозяева предпочитают сдавать квартиры туристам посуточно. А долгосрочных квартир мало, и их сдают, как правило, по более высокой цене. Поэтому я считаю, что оптимальное время, все считают, что оптимальное время для поиска квартир в долгосрочную аренду – это с октября по апрель. Но понятно, что у меня выбора не было. Виза D, которую мне дали, действует всего лишь 3 месяца, и за это время ты должен приехать в Испанию и легализоваться. Но если бы можно было что-то поменять, то я бы, наверное, в другое время подавала документы в консульство Испании. В целом на одобрение визы с учетом отказа, апелляции уходит в среднем где-то от 4 до 6 месяцев. Поэтому этот срок лучше всего закладывать, и посему лучше подавать документы с мая по июнь. Ошибка номер 2. Я взяла с собой много ненужных вещей. Я тащила на своих хрупких плечах 2 чемодана. Один 25 килограммов, другой 10. Представляете, учитывая, что я еще ехала через транзит, через Стамбул, то я потом еще долго восстанавливала. У меня болела нога, у меня растянут был голеностоп. В общем, здоровье дороже, чем экономия на багаже. И к тому же большая часть вещей у меня долго-долго, особенно демисезонных, висела в шкафу за ненадобностью. И учитывая, что в Испании очень недорогая одежда и очень хорошая распродажа, вообще считаю, что надо брать вещей по минимуму. Если бы я взяла, например, 2 футболки и 2 шорт, может быть, 2 джинсов, сандалии и какие-то легкие туфли, все, ребят, больше ничего не надо. При этом вы еще не будете переплачивать за багаж и тягать эти огромные чемоданы по аэропортам, вокзалам и транзитным городам. Третья ошибка заключается в том, что я еще, живя в России, не подумала о том, как я буду переводить деньги из России в Европу. Понятно, что с каждым годом вариантов, даже мне кажется, с каждым месяцем вариантов становится все меньше, но они всегда есть. Не стоит отчаиваться. Просто к ним нужно подготовиться. Кстати,
По поводу переводов денег, вариантов перевода денег из России в Европу, я написала довольно большой и полезный пост в своем телеграм-канале. Я вам вообще рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, потому что это такой симбиоз записной книжки с полезной и такой систематизированной, кратко изложенной информацией для тех, кто собирается переезжать и адаптироваться и легализоваться в Испании, с дневником, где я делюсь какими-то переживаниями, психологическими моментами, трудностями, с которыми столкнется каждый иммигрант. Я в этом, к сожалению, не сомневаюсь. Поэтому я уверена, что информацию, которую я даю в телеграм-канале, будет вам полезна. Заглядывайте и подписывайтесь. По поводу, значит, того, как подготовиться к переводу денег из России в Европу. Я на вашем месте открыла бы побольше карт российских банков. Для чего это нужно? Ну, во-первых, насколько я знаю, вообще в 2026 году ужесточается комплайнс, то есть проверка российскими банками каких-то подозрительных платежей, поэтому есть риск, что ваша карта будет заблокирована. Поэтому вам нужно иметь банковские карты нескольких банков. И причем не только российских, но и международных, тех немногих международных банков, которые еще работают в России. И второе, лучше выводить все-таки рубли с разных банков, с разных банковских карт, опять же, для того, чтобы вас не заподозрили в каких-то подозрительных операциях и не заблокировали вашу карту. Советую вам завести, вот сберовская карта вообще она не нужна, а советую вам открыть, если еще не открыли, банковские карты Т-банка, Райффайзена и ОТП банка. Райффайзен, ОТП – это международные банки. Вот на всякий случай может пригодиться. Четвертая моя ошибка – то, что никогда об этом, кстати, не думала. Вот послушайте, при въезде в Испанию я не проверила, поставлен ли на паспортном контроле штамп о въезде. Об этом я сильно жалела, когда отдавала документы на карту резидента, и полицейский не нашел в моем паспорте штамп о въезде. Я потом, кстати, долго-долго сама рылась, он есть, но на самом деле вот те минуты, когда он искал, стоили мне вообще огромных нервов. Меня так трясло, поэтому, чтобы не нервничать, не тревожиться, а быть уверенными, я вам очень рекомендую, как только офицер полиции штамп поставил, откройте, не торопитесь никуда и убедитесь, что этот штамп есть. Это крайне необходимая вещь для оформления карты резидента, потому что именно с этого штампа отсчитывается ваша резиденция в Испании. Пятая ошибка – это то, что я по незнанию, когда получила одобрение визы D, купила билет в Испанию через Австрию. Я хотела навестить дочку, она у меня в Вене учится, но я не знала самого главного о том, что по визе D вы должны сразу въехать, если вы пересекаете границу ЕС, вы должны сразу въехать в ту страну, которая вам эту визу дала. Поэтому, если бы, например, я въехала в Австрию, то меня бы могли просто туда не пустить. Вот я нарушила правила миграционные. И вообще вам придется, кстати, очень глубоко и подробно изучать иммиграционные правила, потому что незнание их грозит вам очень-очень большими проблемами. В итоге я потеряла, конечно, деньги, потому что я купила невозвратные билеты. Практически я потеряла все деньги, потраченные на этот транзит через Вену, и мне пришлось заново покупать билеты уже через Стамбул. Вот 5 основных ошибок, которые не стоит совершать при переезде в Испанию, да и вообще в любую европейскую страну. И я снова вас призываю подписаться на мой телеграм-канал, потому что как раз об ошибках, о всех подводных камнях жизни иммигранта я рассказываю в телеграм-канале в своем. А если вам интересны форматы рилсов, то заглядывайте в мой инстаграм, там я делаю такие познавательно-развлекательные
рилсы о жизни в Европе, о путешествиях, о том, какие продукты где купить, где какие средства по уходу продаются. То есть чисто такая бытовуха и красота одновременно, потому что путешествовать я люблю, и о путешествиях много рассказываю. Итак, мы переходим от моих ошибок к моим правильным решениям, благодаря которым мой переезд стал более комфортным и более дешевым. Первое решение – это то, что перед тем, как переехать, эмигрировать окончательно, я совершила ознакомительную поездку по тем городам и странам, которые мне были интересны. В течение почти 2 месяцев я проехала Испанию, Италию и Португалию, и в итоге остановилась на Испании. Кстати, видео о моем путешествии и видео о том, почему выбор пал на Испанию и на город Торревьехо, вы можете посмотреть в моем плейлисте, подсказочка сверху, а в описании под видео я оставлю ссылку на этот плейлист. Что мне дала эта ознакомительная прогулка? Да, ознакомительный тур – это дорого, но я не жалею ни одного потраченного евро, потому что, во-первых, ты не каждый год эмигрируешь в другую страну, и вообще это очень ответственное решение, поэтому лучше потратиться, познакомившись с теми местами, в которых ты планируешь жить, чем потом переезжать с места на место, денег потратишь намного больше. Что мне, собственно, дал этот ознакомительный тур? Во-первых, я ехала туда прицельно, не как будущий экспат, а не как турист. И я встречалась уже с понаехавшими, с риэлторами, с иммиграционными юристами и собирала информацию о переезде и жизни в этих странах. Во-вторых, я слушала свое сердце и включала разум. Кстати, вот чтобы правильно сделать выбор, надо, чтобы вот они вдвоем работали вместе, и сердце с разумом. Это выбор, кстати, касается не только страны, но и работы, карьеры, мужчины. Ну, друзей не знаю, друзей, наверное, тоже. Потому что сердце мое выбирало Италию. Я очень люблю Италию, я считаю это вообще самым лучшим, самым красивым местом для жизни, но разум все-таки переместил меня в сторону Испании, потому что жизнь в Италии, процентов на 30 дороже, чем в Испании. И поэтому я все-таки выбрала Испанию. А в-третьих, я во время своей поездки обросла полезными связями, контактами, которые очень-очень облегчили мой переезд и адаптацию в Испании. Во-первых, я познакомилась с Аленой, которая стала моим лучшим другом и соратником. А во-вторых, я вышла на помогаторов, на ассоциацию, которая помогает в одобрении ВНЖ для граждан России в том числе. И эти ребята очень-очень облегчили мою жизнь в Испании. Собственно, я плавно перехожу ко второму своему правильному решению. Это то, что я воспользовалась услугами помогаторов. Все мои знакомые знают, что я девочка очень рачительная, что я не люблю зазря тратить деньги. И у всех возникал закономерный вопрос, а почему ты решила все-таки потратиться на помогаторов? Объясню. Потому что у меня 54 года. У меня есть кубышка, есть накопление, но нет достаточных физических и психологических ресурсов, чтобы в одиночку без компетентных людей переезжать в другую страну. В моей жизни было 3 серьезных стресса, после которых я очень долго восстанавливала свое физическое и психологическое здоровье. Это тяжелая болезнь мамы, развод с мужем и отъезд моей дочки в Европу. И если бы не помогаторы, то переезд в Испанию пополнил бы список вот этих разрушительных стрессов. Я вам просто приведу пример. Я же, когда подала документы на ВНЖ без права на работу, я получила отказ.
То есть, понимаете, там 2 года подготовки, по-моему, более 3000, даже 4000 потраченных евро, и все коту под хвост. Я просто впала в депрессию. И вот здесь юрист Дмитрий из ассоциации, который мне помогал, просто очень сильно мне помог, потому что он спокойно, хладнокровно объяснял, как мы будем действовать дальше. И это, кстати, очень меня поддержало и успокоило. Другой вопрос, что услуги помогатора не должны стоить космических денег. Потому что я, когда искала помогатора, то цена их услуг разнилась там от 500 евро до 4000 евро за услугу. Не знаю, мне кажется, что оптимальная цена там 1500–2000 евро, она вполне приемлема. Это раз. И второе, конечно, у этих помогаторов должна быть хорошая репутация. Они должны быть надежными и не бросить себя на половине пути. Третье правильное решение – то, что я завела зарубежную банковскую карту. Вернее, 2 у меня банковские карты было. У меня была казахская карта Freedom Finance, и я завела, еще не имея ВНЖ, завела карту Никель, называется, или Никель, по-моему, Никель. Но, к сожалению, это было там год назад, это было возможно. Они открывали карты для россиян без ВНЖ. По-моему, насколько я знаю, сегодня это невозможно, но я все равно уверена, что есть много различных способов перевести деньги из России в Европу. И, кстати, об этих способах я рассказывала в своем телеграм-канале. Заглядывайте туда. Пост, кстати, этот пост о том, как перевести деньги, я оставлю ссылку на него в описании под видео. Перед отъездом я пополнила обе карты валютой и обменяла 8500 евро. По новым правилам ты можешь вывести без таможенной декларации не более из России в Европу не более 10 тысяч долларов либо евро в этом эквиваленте. И эта подушка безопасности мне помогла спокойно, без стресса обживаться в Испании. Четвертое правильное решение – то, что я установила чат GPT и оформила платную подписку. Вы знаете, он для меня и помогатор, и психолог, и какой-то такой бытовой гид, потому что, я уже не знаю, какие вопросы я только с ним не решала. И самое главное, что он тебе помогает решить те вопросы, за которые помогаторы берут деньги. Например, они берут деньги за регистрацию. Мне чат GPT просто пошагово рассказал, какие документы собрать и как подать, и где подать эти документы именно в Торревьехе. За открытие банковского счета в испанском банке помогаторы берут 250 евро. Чат GPT мне все подробно рассказал, как подать онлайн-заявку в банк, какие документы предоставить, как ситу получить. В общем, он сэкономил мне кучу денег и полностью оправдал то, что я купила платный тариф. Он был моим психологом. Он мне рассказывал, где, в каких магазинах Торревьехе купить тот или иной продукт, куда обратиться за помощью. Я залила компьютер водой, в какой сервис мне обратиться. То есть, ребят, я очень довольна, что у меня есть чат GPT, который мне экономит деньги, время, силы, нервы. Знаете, есть такой консультант, не бесплатный, конечно, но вот за 20 с чем-то там евро, долларов в месяц он мне экономит огромное количество денег и нервов. Пятое, финальное правильное решение, которое я приняла, то, что я долго не тянула, а сразу по приезду в Испанию наняла репетитора по испанскому
и записалась на бесплатные курсы испанского языка для иммигрантов. И я вам советую делать, потому что вы никогда не найдете время на то, чтобы изучать испанский язык, и вы будете чувствовать себя беспомощными, глухонемыми в Испании. А мне так некомфортно. Я как-то привыкла быть хозяином своей жизни, я привыкла сама решать вопросы и привыкла чувствовать себя уверенно, стабильно, а не, знаете, а не человеком, который твоя, моя, не понимай. Поэтому приезжайте в Испанию сразу. Вот прям первым пунктом запишите, что вы должны записаться на бесплатные курсы и нанять репетитора. Ну, я очень надеюсь, что мой опыт переезда, как положительный, так и отрицательный, поможет вам облегчить вашу собственную миграцию, и этот переезд для вас пройдет более комфортно, спокойно и без серьезных психологических стрессов. Кстати, друзья, если у вас есть свои лайфхаки о том, как облегчить себе эмиграцию в Испанию или в другую европейскую страну, делитесь. Я думаю, что и мне, и вам эта информация будет полезна, потому что мы с вами все в одной лодке, и нам обязательно нужно помогать друг другу. Если вам близки мои мысли, мои размышления, то пишите в комментариях, я читаю все. За сим я с вами прощаюсь. Всех целую, ваша Юля.